Всем привет, добрый день или добрый вечер. Я только что закончила выравнивать вот этот торт. Многие подписчики меня спрашивали, можно ли делать ганаш на шоколаде и глазури одновременно. Я отвечала, да, конечно, можно делать. А потом посыпались комментарии, ничего не получается. Ну так вот, сегодня я уже не буду рассказывать, а покажу, как именно приготовить такой ганаш. Кроме этого, я покажу сразу два варианта. Обычный классический белый ганаш и также как сделать фруктовый ганаш. В данном случае у меня малиновый. Он этого стоит, он получается очень вкусным и стабильным. Годится для выравнивания, так и для декорирования. Для этого ганаша нам понадобятся вот такие ингредиенты. Рецепт расписан для двух способов. С самого начала нам нужно замочить желатин. Берем 1 чайную ложку и заливаем водой. Воду набираем той же чайной ложкой. Желатин нужно замочить минимум на 30 минут. Пожалуйста, не игнорируйте замачивание желатина, потому что если желатин плохо растворится, потом кристаллики желатина будут тянуться по покрытию торта. Для этого ганаша у меня покупной шоколад и шоколадная глазурь. Это все я купила в магазине, не в кондитерском. Здесь у нас 200 грамм шоколадной глазури, отечественного производства. Не самое высшее качество, хочу сказать. И пористый белый шоколад, также из магазина. Шоколада у нас здесь 300 грамм. Теперь берем сливки и сюда же добавляем пакетик ванильного сахара. Ставим сливки на паровую баню. Огонь должен быть умеренным, чтобы посуда слишком сильно не нагревалась, чтобы шоколад и шоколадная глазурь у нас не закристаллизировались. Держим на паровой бане, помешиваем. У нас должен раствориться сахар. Как только сахар растворился, добавляем сюда сначала шоколад. Теперь нам нужно шоколад растопить в сливках. При топлении шоколада и сливок сливки начинают нагреваться и медленно начинают густеть. Поэтому у нас не будет такая масса, как если бы мы топили только шоколад, она будет намного гуще. Вот приблизительно такой консистенции получается масса, если топить со сливками. Как только у нас шоколад растопился, теперь добавляем шоколадную глазурь. Белый шоколад с шоколадной белой глазурью не очень хорошо соединяются при топлении. И со 100% 90% всегда будут сворачиваться. Но это ничего страшного, мы все равно из этой массы сделаем классный ганаш. Так вот, при нагревании шоколадная глазурь начинает топиться, они соединяются между собой, масса начинает еще больше загустевать. И вот потихоньку начинается процесс расслаивания. Как только вы замечаете, что шоколад и шоколадная глазурь начинает расслаиваться, сразу снимаем с паровой бани. Домешиваем еще немного на столе, проверяем, не осталось ли твердых кусочков от шоколадной глазури. Главное, чтобы все хорошо растопилось. Вот какая масса получается, практически все расслоилось. И на этом этапе большинство из вас это все выбросит. Но этого делать не нужно. Мы сейчас все сделаем. На этом этапе, если масса слишком горячая, оставляем на минутку-две, чтобы она чуточку остудилась. Теперь после этого начинаем добавлять порциями масла. Все масло я добавляла в 3 этапа. Добавляем 1 часть масла и начинаем взбивать. Вот, пожалуйста, смотрите, даже после добавления первой порции масла, масса у нас уже стала однородной и гладкой, то есть уже все соединилось. Добавляем следующую часть масла, также хорошенько взбиваем. И добавляем последнюю порцию масла и также хорошо взбиваем. Все, посмотрите. Нам удалось все-таки соединить шоколадную глазурь и шоколад в растопленном виде. Теперь нам нужно ввести сюда желатин. Берем наш набухший желатин и ставим в микроволновку буквально на 5-10 секунд. Желатин у нас растопился, но для стопроцентной гарантии, что там не будет кристалликов желатина, еще немножко размешаем. Вливаем теплый желатин к этой массе и также вымешиваем миксером. Желатин надо хорошо вымешать, чтобы он полностью растворился в этой массе.
Все, наш ганаш готов. Теперь его нужно поставить в холодильник на стабилизацию на 1 час. После холодильника ганаш становится намного плотнее. Посмотрите, какая у него структура. Все, что нам теперь остается, еще раз хорошенько взбить. Взбиваем уже охлажденный ганаш до плотности, которая нам нужна. То есть та плотность, которой удобнее всего нам будет выравнивать торт. При взбивании ганаш станет намного светлее, почти белый, и увеличится в объеме. Вот такой у нас получается ганаш на шоколаде и шоколадной глазури. Достаточно плотный, хорошенький крем. Перед выравниванием лучше, конечно, вымешать лопаткой, освободить ганаш от воздуха, чтобы он стал более гладким. Все, это практически крем, который готов к выравниванию либо декорированию. И сейчас покажу, что этот ганаш можно окрашивать водорастворимыми красителями. Здесь я использую гелевый краситель от Americolor, Royal Blue называется. Добавляю чуточку и вымешиваю. Посмотрите, крем окрашивается очень хорошо. Этим ганашем можно делать также и цветы. Но перед тем, как делать цветы, крем, конечно, нужно охладить до 15-18 градусов. И желательно в помещении, где не 30 градусов, а хотя бы 20. Тогда крем в руке не будет слишком быстро таять, и его не нужно будет снова охлаждать. Первый тюльпанчик у меня завалился, не успела оторвать правильно, но потом поправила все шпажкой. Посмотрите, тюльпанчики неплохие получились. И самое главное, что они намертво держатся на подносе. Форму этот ганаш держит замечательно. Теперь вернемся к ганашу. Сейчас я объясню, на каком этапе нужно добавлять малиновый сироп. А перед этим покажу, как его приготовить. Это очень быстро. Возьмем 100 грамм малины, мороженой либо свежей. Засыпаем 1 чайной ложкой сахара, чуточку перемешаем и оставляем на несколько минут, чтобы малина отдала сок. Можно еще немножко помешать лопаткой, так и замять малину, чтобы она лучше разошлась. И ставим это на маленький огонь. Доводим малину до кипения и снимаем с огня. Процеживаем через сито. Все, сиропчик для ганаша у нас готов. Только его нужно заливать не горячим, а либо комнатной температуры, либо чуточку теплым. Теперь возвращаемся к ганашу. После того, как вы добавили желатин, хорошо взмешали ганаш, теперь после этого добавляем малиновый сироп. Чтобы мне показать вам этот процесс, мне пришлось уже готовый ганаш растопить на паровой бане и из белого ганаша сделать еще фруктовый ганаш. Добавляем сироп и также хорошо вымешиваем. Теперь готовый фруктовый ганаш также нужно поставить в холодильник на стабилизацию, также на 1 час. Вот так выглядит уже ганаш после холодильника. Я его немного передержала, он слишком холодный, не могла вовремя забрать, была занята. Ну, ничего страшного, мы все равно его сейчас разработаем. И делаем точно так же, как с белым ганашем. Нам его просто нужно взбить. При взбивании произойдет то же самое. Ганаш станет немного светлее, увеличится в объеме, станет более пышным, воздушным, но в то же время также плотным. Перед выравниванием выбиваем лопаткой воздух из ганаша, то есть перемешиваем его, чтобы он стал более гладким. И теперь идем выравнивать торт. Малиновый ганаш ничем не отличается от классического белого. Единственное, чем это вкус. У него действительно чувствуется легкий малиновый вкус, легкая кислинка. В принципе, мне очень нравится этот вкус этого ганаша. Этот ганаш средней плотности, то есть он в холодильнике становится твердым, но при нарезании трескаться не будет. Еще один плюс этого ганаша у нас получается натуральный краситель. Я даже не знаю, как правильно называется этот цвет, но он по-своему очень интересен.
Ну что ж, надеюсь, что это видео будет также для кого-то полезным. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. На этом говорю пока. До следующего выпуска.